зачастую респираторная вирусная инфекция начинается с насморка, да, либо покраснения горла, и потом переходит в кашель. Причем при ОРВИ, как правило, первые несколько суток кашель сухой, а дальше происходит выделение мокроты, и кашель переходит во влажный. Что нужно помнить, в принципе, про кашель? Что кашель – это защитная реакция организма. И также кашель, как и насморк, кашель бывает физиологический, который не требует какого-то специального лечения и вмешательства со стороны мамы. Да, давайте мы сейчас с вами тоже разберем виды кашля. Да, они бывают разные и не всегда требуют лечения. Какие же виды кашля бывают? Есть так называемый физиологический кашель, по аналогии с насморком, до 10-15 раз в сутки. Да, иногда в большей степени утром, да, малыш просыпается. Особенно это касается тех деток, которые еще лежат и не умеют сами поворачиваться, то в этом случае появление вот этого физиологического кашля это просто может быть вызвано тем, что скопилась слизь за ночь, и малыш, когда просыпается, ее откашливает. То есть это не всегда является признаком какой-то болезни. Далее, если есть насморк, если есть сопельки, то слизь может затекать по задней стенке глотки, и происходит раздражающее действие. В этом случае кашель будет сухой и достаточно навязчивый. Также у меня также вызванные дисфагии, то есть это нарушением глотания, когда пища попадает при кормлении. Как правило, это при поперхивании во время еды, могут появляться тут же хрипы, и после того, как малыш покашляет, хрипы проходят. Просто малыш поперхнулся, и молочко попало в дыхательные пути. Далее насморк, вызванный желудочно-пищеводным рефлюксом, слабостью кардиального сфинктера. В этом случае вот этот сфинктер между пищеводом и желудком работает слабо, недостаточно активен. И в этом случае, как правило, характерны приступы кашля именно во время сна. Таким характерным признаком является мокрая подушка. Да? То есть малыш просыпается, ночью кашляет, и подушка при этом мокрая. Здесь, опять-таки, тоже нужно обязательно показать малыша доктору, педиатру, возможно, понадобится гастроэнтеролог, и иногда требуется дополнительное вмешательство. И насморк, вызванный вирусным заболеванием, уже, да, переходим к обычному инфекционному насморку. Как правило, как я говорила, начинается кашель, да, начинается как сухой кашель, и в течение 2-3 дней кашель переходит во влажный. Да? И еще раз повторюсь, это то, что кашель – это защитная реакция организма. И да, он вызывает тревогу у мамы, но с другой стороны нужно для себя понять, что подавлять кашель ни в коем случае не нужно. И достаточно активно рекламируемые препараты для подавления кашля в детском возрасте использовать опасно, потому что они воздействуют на кашлевой центр в головном мозге, и, в принципе, в некоторых ситуациях они могут оказать воздействие на дыхательный центр и нарушить регуляцию дыхания у ребенка. Поэтому, скажем, те препараты, которые подавляют кашель, они опасны. И ни в коем случае их нельзя применять самостоятельно, только в случае, если доктор видит, что ситуация, как, например, при некоторых заболеваниях, как коклюш, либо другие виды респираторных заболеваний, которые сопровождаются таким навязчивым сухим кашлем, который просто доводит до изнеможения маму и ребенка, и при отсутствии противопоказаний, и при достижении ребенком определенного возраста врач может назначить такие препараты. Но ни в коем случае не используйте их самостоятельно, потому что на самом деле это очень опасно. Что касается наших действий. Опять же, вот, очень важно обильное питье.
Очень важно как можно чаще прикладывать к груди. Обильное теплое, да, питье. Очень важно поддерживать влажность воздуха в помещении. Именно сухой воздух может еще дополнительно вызывать раздражение дыхательных путей. Поэтому влажность воздуха имеет огромное значение. Вот здесь про подавление мы с вами поговорили. Я про это уже рассказала. Еще раз, да, вернусь про иммуномодуляторы и интерфероны, средства с недоказанной эффективностью. Далее, достаточно часто мамы активно начинают назначать сами без рекомендации врача отхаркивающие средства, да, особенно если кашель уже перешел во влажный. И вот здесь очень важно знать и помнить, что для детей, которые еще не умеют сами сидеть, да, активно передвигаться, использование избыточных ингаляций, отхаркивающих средств, либо избыточных ингаляций даже физиологического раствора может быть достаточно опасно, потому что что происходит? Мы с вами разжижаем мокроту, а малыш еще не умеет ее откашлять. И получается в легких, в бронхах такое вот болото стоит, да, малыш хрипит, у малыша такие, да, даже слышно на расстоянии хрипы, а откашляться он не может. И вот здесь, кстати говоря, хорошо работает, я попрошу принести мне ребеночка, меня сейчас должны услышать, мне его должны принести, если сейчас принесут, я вам покажу, каким же образом нужно делать массаж при кашле для ребенка. Итак, что... Сейчас мне его, я думаю, должны принести. Хорошо. На что нужно обращать внимание? Для деток, еще раз повторюсь, для деток, которые еще лежат, использование отхаркивающих препаратов только по назначению врача, да, потому что мы с вами можем ухудшить состояние ребенка, который не умеет сам откашляться и выделить эту мокроту тем, что мы ее создадим там огромное количество. Есть еще такое состояние, которое достаточно часто сопровождает респираторно-вирусные инфекции, это обструкция. Мы ее можем заподозрить сами, но опять же, в случае, если это слышим, конечно же, тут же как можно быстрее вызываем доктора. Что такое обструкция? Обструкция – это сужение средних дыхательных путей, сужение бронхиол. И в этом случае, как мы можем это понять? Мы можем слышать даже на расстоянии, вот сидя с ребеночком, мы можем услышать сипение, да, то есть он дышит как бы с сипением. И еще один важный момент – вдох будет намного короче, чем выдох. Вернее, выдох затруднен, и он будет удлиненный, да, то есть малыш вдохнул, и будет долго-долго выдыхать, потому что через суженные дыхательные пути ему нужно силой продавливать воздух. И чем опасно вот это состояние обструкции? Тем, что может происходить нарастание дыхательной недостаточности. И в случае, если мы видим у малыша мраморность кожных покровов, если мы видим синеватый вот здесь вот носогубный треугольник, если мы видим у него расходящиеся ноздри при дыхании, то эти признаки говорят о том, что ребенку сложно дышать, есть явление дыхательной недостаточности и нужно действовать достаточно активно. Да, то есть вот, смотрим на носогубный треугольник, он такой является очень значимым. Да. В этом случае, если есть обструкция, да, безусловно, доктор как можно быстрее. И в этом случае помогают препараты, которые расширяют бронхи. Доктор назначит в нужной дозировке препараты, такие как Бердуал, Фенспирит и так далее. Ну, в принципе, только через доктора, потому что самим их использовать опасно. В принципе, при появлении кашля, в любом случае, любого кашля, особенно у ребенка до 3 месяцев, нам нужно с вами обязательно вызывать доктора. Далее, так, что-то мне не несут моего малыша, но сейчас должны принести. Вот, уже несут. Угу. Ну, спасибо.
Вот он. Значит, как я обещала, я вам покажу, что нужно делать для того, чтобы помочь ребенку откашляться. Особенность в том, что у малышей этот кашлевой рефлекс иногда может быть достаточно слабенький, то есть он не реагирует, слабо реагирует на вот наличие мокроты. Значит, что нам нужно сделать? Важный момент. Очень хорошо, если ребенок либо посмеется, либо поплачет. Да, в этом состоянии для отхождения мокроты и та, и другая реакция являются такими хорошими для того, чтобы очистить легкие. Ну, конечно, с точки зрения эмоциональной, лучше пусть он посмеется, да, лучше его посмешить, он посмеется, и это вызовет у него кашлевую реакцию, он откашляется и очистит дыхательные пути. Но если такой возможности нет, то тогда хотя бы поплачет. Да? Что при этом глубокий вдох, глубокий выдох, активная работа дыхательной мускулатуры также будет способствовать отхаркиванию. Значит, что важно, что нужно делать у деток? У деток нам с вами нужно совершить ряд действий. Да? Так называемый массаж для улучшения откашливания. Мы с вами кладем ребеночка к себе на коленки и опускаем голову чуть-чуть ниже, да, по сравнению с положением тела. И ладошкой, да, делаем вот такую лодочку, и вдоль спины мы совершаем вот такие постукивания. То есть не слишком сильно, да, не вызывая каких-то болевых ощущений. Мы пока постучали, и потом поддержали ребеночка вертикально. При этом это все можно в виде игры, да, когда мы с вами поддержали, посмеялись, положили, опять постучали, опять поддержали, посмеялись. И таким образом мы с вами будем способствовать отделению мокроты и откашливанию мокроты у ребеночка.